Итак, начинаем наше сегодняшнее мероприятие, нашу встречу. Камера, мотор. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Значит, у нас по ту сторону интернета из Висконсина Юрий Петрович Данилов, очень известный нейрофизиолог и человек, который работал с нейроинтерфейсами очень давно и который имел счастье работать с известнейшим нейрофизиологом Бахуритой и тем самым человеком, который внес огромный вклад в вопросы сенсорного замещения, один из разработчиков известной темы BrainPort. Это когда человек видит языком. Да? Соответственно, также мы видим здесь Сергея Львовича Шишкина, ведущего научного сотрудника Московского центра магнитной энцефалографии и также одного из ведущих наших отечественных разработчиков и исследователей нейроинтерфейсов. Алексей Осадчий – это наш, наверное, сегодня, можно сказать, флагман в изучении исследований нейроинтерфейсов в России. Он возглавляет соответствующее подразделение Высшей школы экономики, а также является ведущим научным специалистом такого современного отдельного научного института, который называется АИРИ. Вот. Ну, такая у нас сегодня компания. Александр Яковлевич Каплан не нуждается в представлении, если он к нам подключится сегодня, сможет подключиться. То есть это у нас, пожалуй, старейшина цеха исследователей нейроинтерфейсов России. Ну, таким образом, тема наша сегодняшняя – нейроинтерфейсы и неврология. Значит, начнем, как обычно, в наших научных салонах с кратких, лаконичных, по возможности, формулировок, что же такое нейроинтерфейсы, с чем мы имеем дело. Я бы хотел, Юрий Петрович, может быть, с вас попросить начать. Дайте нам, пожалуйста, определение, что такое нейроинтерфейс. Вот дайте мне определение краткое. Ну, как? Дело в том, что на самом деле тема нейроинтерфейсов, сам термин нейроинтерфейс мне не очень нравится, потому что сюда входит несколько классов совершенно разных устройств и направлений. И понятно, что мы сегодня должны будем говорить про корковые интерфейсы, но на самом деле интерфейс – это с английского языка понятие граница, переводчик, переходник. Допустим, адвокат – это тоже нейроинтерфейс между человеком и законом. Поэтому, если мы будем говорить про слово нейро, так сказать, самое такое расплывчатое понимание, потому что если мы возьмем просто нервную систему человека, то любое устройство, прибор, там, телескоп, микроскоп – это нейроинтерфейс между человеком и окружающей средой. Если мы возьмем периферическую нервную систему, то все органы чувств человека – это нейроинтерфейс, который переводит физические параметры окружающей среды, перекодирует нервные импульсы. Если мы возьмем, допустим, спинной мозг, то нейропротезирование – это нейроинтерфейс, когда рука управляется, скажем так, протез руки с обратной связью на коже или мышцы руки. Это будет периферический нейроинтерфейс. Я имею счастье работать в направлении сенсорного замещения и воздействием нейроинтерфейсов на черепно-мозговые нервы, которые имеют прямой вход в мозг. То есть это тоже своего рода нейропротезирование, и сейчас в последнее время мы работаем над воздействием на, собственно, на физиологию мозга и центральной нервной системы. То есть если мы уберем все ниже головного мозга, то у нас тоже появляются как бы интерфейсы, которые работают на выход, то есть экстрамоторный интерфейс, это то, чем занимается сейчас большинство разработчиков нейроинтерфейсов. Есть экстрасенсорные интерфейсы, это огромное направление нейростимуляции и нейромодуляции. Есть отдельная группа нейроинтерфейсов, которые действуют на так называемые высшие нервные функции. Люди пытаются стать умнее, например, или прямая связь от одного мозга к другому. То есть это тоже отдельная группа нейроинтерфейсов. То есть выбирайте сами, какое определение вам больше нравится. Хорошо. Спасибо большое. Давайте постараемся услышать мнение невролога. Ольга Викторовна, вы могли бы дать нам краткое определение, что для вас нейроинтерфейс?
любые устройства, которые нам помогают взаимодействовать с нервной системой. Но мы будем смотреть с точки зрения пациентов, конечно, потому что мы работаем с теми, у кого в той или иной степени нарушена функция. По большому счету, если говорить о нейроинтерфейсах на вход, слуховой аппарат, который мы вешаем на пациента, это тоже нейроинтерфейс, который работает на вход. Но, конечно, перед нами стоит основная задача – это восстановление пациентов, которые либо перенесли острое нарушение мозгового кровообращения. Что говорить, это, наверное, одна из самых частых причин потерь функции. Это наши пациенты после травм. И это пациенты с нейродегенерацией, у которых мы говорим о когнитивном замещении. И это, наверное, одно из самых сложных моментов. Для всех нас Стивен Хокинг, да, с его вот этой вот коляской, в которой он жил, это и был тот самый пример, наверное, идеального взаимодействия, пусть это и уникальное. Мы ждем такого для наших рядовых пациентов, которые живут в обычных городах и селах. Хорошо, спасибо большое. Сергей Львович, ваша версия? Да, я тут должен присоединиться, конечно, к коллегам, которые уже дали свои определения. Ну, я бы что здесь добавил. Во-первых, ну, это такое... Скорее, все-таки чаще всего это понятие нейроинтерфейс используется для того, чтобы как-то кратко назвать то, что по-английски называется BCI, Brain Computer Interface. По-русски как-то это не очень звучит, но вот мы обычно говорим интерфейс мозг-компьютер, но как-то аббревиатура почему-то, она то ли на слух как-то не очень получается хорошо. Вот почему-то вот очень часто используется вот это слово, которое аналога в английском, neural interfaces иногда говорят, но это редко достаточно. Есть понятие нейротехнологии, neural technologies. И, ну, по сути, все-таки, естественно, вот то, что говорилось, это вот любые взаимодействия нервной системы, там, периферической, центральной, с компьютером, опосредованной не каким-то естественным способом, а с помощью какого-то специального технического устройства, которое помогает восполнить те функции, которые каким-то образом нарушены или они плохо что-то там работает, или, допустим, речь не только говорит, не только может идти о пациентах, но и о здоровых людях, которые, допустим, хотят получить какой-то необычный опыт, или, ну, предполагается, что в будущем это возможно, даст возможность какого-то усиления. Вот. Но если говорить конкретно об интерфейсах мозг-компьютер, все-таки это уже немножко более узкое понятие, и обычно под этим понимают, самое распространенное, это все-таки направление из мозга вовне, то есть это замещение моторной функции, и здесь, надо просто... Собственно, конечно, специалисты все это хорошо понимают, но тем не менее это иногда все-таки упускается из виду, что человек, собственно, с миром соединен, в общем-то, очень двумя высокоспециализированными системами, сенсорными и моторными. И больше, в общем, у нас нет возможности коммуницировать и получать информацию. И, соответственно, если человек теряет, допустим, моторную функцию, нарушается, то он оказывается в очень тяжелом состоянии. И собственно, именно это вот стимулировалось в свое время с начала такого массового развития этой технологии интерфейса мозг-компьютер, понимание, что есть люди, которые, предполагается, что они достаточно хорошо могут, там, голова еще работает, но при этом они не могут вообще ничего как-то вот высказать, передать во внешний мир, ни какие-то свои желания, не коммуницировать с другими людьми. Вот. И вот прежде всего вот именно для помощи таких пациентам, собственно, создавались интерфейсы мозг-компьютер очень долгое время. Вот это была основная целевая аудитория. Потом уже добавились технологии использования для нейрореабилитации. И, естественно, по сути, большинство реальных пользователей, которые все-таки те, которые есть пользователи этих интерфейсов, замещающих моторные функции, они не самые тяжелые пациенты, это все-таки какие-то промежуточные
состояния, и там уже надо понимать, что есть какие-то конкурирующие технологии, например, управление с помощью взгляда. Вот, но это уже не нейроинтерфейсы, потому что это вот не прямое подключение к мозгу. Обычно, еще используется иногда слово прямые нейроинтерфейсы, прямые интерфейсы мозг-компьютер, direct интерфейс. И это подчеркивает то, что вот подключается непосредственно к мозгу. И вот классическое определение – это вот системы выполнения, которые пользователь может подавать команды и коммуницировать с внешним миром, не используя периферические нервы и мышцы. Спасибо большое. Хотел бы попросить еще нашего уважаемого невролога сказать несколько слов, что такое нейроинтерфейс, еще раз с позиции медицины. Раз, два, три. Глубоко уважаемые коллеги, наверное, я буду рассуждать с точки зрения реабилитолога, потому что в большей степени этим занимаюсь. И хочется сказать, что, конечно, чем больше становится каких-то новых методологий в реабилитации, тем дальше мы развиваемся, потому что раньше, скажем так, реабилитационный потенциал пациента обеспечивался только теми возможностями, которые можно было сделать вручную, да, с помощью кинезиотерапии или механотерапии. И существовала определенная реабилитационная плата, на которую выходил пациент, и мы понимали, что дальше мы не двинемся. И, в общем-то, на этом мы и останавливались. С появлением возможности протезирования определенных функций у нас появились совершенно другие реабилитационные цели для определенной группы пациентов. И, конечно, у нас ушло то реабилитационная плата, на котором часто зависали наши пациенты, особенно если брать спинальников высоких шейных, если брать пациентов с выраженными двигательными нарушениями, и так далее. И конечно, то, что мы смогли поставить новые реабилитационные цели, да, и в том числе эрготерапевтические цели, и в том числе связанные с применением нейроинтерфейсов для того, чтобы возвращать не только бытовые, но и спортивные навыки у определенной группы людей. Конечно, это очень далеко продвинуло реабилитацию в целом. И на сегодняшний день практической проблемой является даже не стоимость оборудования, а правильная обученность персонала и время, которое, конечно, уходит на то, чтобы пользоваться данным оборудованием, потому что, конечно, оно требует времени для того, чтобы пациента подключить, для того, чтобы с ним поработать. Это, конечно, не может быть поточным. И, конечно, наверное, все-таки действительно это на сегодняшний день удел стационаров 3-го и 4-го уровней, которые занимаются уже высокотехнологичной реабилитацией. Спасибо большое. Игорь Владимирович, с точки зрения инженера, да, конструктора, исследователя различных искусственных сенсорных систем и элементов, что такое для вас нейроинтерфейс и что вы изучаете, исследуете для, собственно говоря, технической, так сказать, стороны этого вопроса? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. По моему мнению, это техническая система, которая может дополнить возможности человека. Например, утраченные функции вестибулярного аппарата могут быть компенсированы с помощью инерциальных датчиков, которые дают информацию об окружающей среде, о движении головы, элементов корпуса человека, положение его по отношению к местной вертикали, угловые движения. Все эти сигналы могут быть переданы на нервное окончание, и такие приборы, системы имеются и запатентованы. Например, в области среднего уха может быть размещен датчик, который позволяет компенсировать утраченные функции, например, вестибулярного аппарата. Кроме этого, можно увидеть новый мир. Если, например, человек не может увидеть своими глазами, то новое ощущение этого мира с помощью технического зрения, с помощью дальномерной аппаратуры, сенсорного обеспечения дополнительного, реакции опоры предметов, осязания, кожное, тактильное ощущение. Все это позволяет дополнить человека, его вернуть к жизни полноценной, может поднять его из лежачего положения. Если у него хотя бы одна часть туловища работает, то можно научить и вторую половину утраченных функций вернуть все эти
функции человека. Вот, уважаемые коллеги. Спасибо большое. Ну, Алексей, собственно говоря, от вас ждем некой решающей формулировки, что такое нейроинтерфейсы. Ну да, здравствуйте, коллеги. Действительно, много уже было сказано. Я присоединяюсь, конечно, ко всем высказанным мнениям. Но мне кажется, что на настоящем уровне уже стоит опуститься немножко ниже и все-таки детализировать то, из чего состоит нейроинтерфейс или интерфейс мозг-компьютер, и сказать, что прежде всего это устройство, которое состоит из некой части, которая считывает активность мозга, и некого алгоритма, как правило, который интерпретирует активность мозга, да, и превращает ее в зависимости от конкретного приложения либо команды внешнего устройства, либо вот, как вот сейчас говорили, в какие-то другие сигналы исполнительным устройствам. Вот. Но также хочется сказать, что нейроинтерфейсы сейчас, вот мы, например, активно разрабатываем так называемые двунаправленные интерфейсы, которые уже здесь тоже упоминались. И вторая часть нейроинтерфейса подразумевает считывание сигналов вот при помощи, собственно, датчиков технических из внешнего мира и, опять-таки, разработка декодеров или, наоборот, энкодеров, которые кодируют эту информацию для того, чтобы доставить ее напрямую в мозг. Вот такие вот, наверное, вот на таком низком уровне, если на следующий уровень опуститься, и устройство, которое умеет считывать активность мозга, алгоритм, который умеет декодировать, устройство, которое умеет воспринимать окружающий мир и энкодировать информацию для доставки ее обратно в мозг. Это вот, наверное, такие составные части современных нейроинтерфейсов. Спасибо огромное. Ну, таким образом, мы с вами теперь имеем представление некое обобщающее, общее, что такое нейроинтерфейс, и диапазон здесь не то чтобы мнений, а диапазон пониманий, то, что и книга – это тоже своего рода нейроинтерфейс, и, допустим, устройство, которое считывает биоэлектрические сигналы с мозга, тоже нейроинтерфейс. Но вот Алексей очень правильно, метко отметил то, что называют чаще всего нейроинтерфейсами сегодня, но здесь как бы мы видим, что активно развивается и дополнительные какие-либо способы ввода информации, либо наоборот получения информации от человека. И есть такая область биологическая обратная связь, биофидбэк. Вот, собственно говоря, если мы учим человека каким-то новым движением, либо пытаемся восстановить какую-то двигательную функцию, элемент, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, ну, может быть, вот первый, может быть, Юрий Петрович сможет ответить, чем отличается биофидбэк, ну, например, по опорной реакции, либо по какой-либо там, по видеозахвату от нейроинтерфейса? Является ли здесь отличие чисто техническим, либо здесь есть физиологические отличия, либо здесь есть сходство, или это две стороны просто одной медали? Но опять все зависит от того, на каком уровне рассматривать эти процессы. То есть нейрофидбэк подразумевает даже во всех интерфейсах, которые сейчас разрабатываются, вот, как было сказано, brain-компьютер, когда из мозга в окружающую среду выводится сигнал, обратная связь все равно идет через естественный интерфейс. Когда мы говорим фидбэк, подразумевается в большинстве случаев, наверное, 99%, это обратная связь через естественные сенсорные системы. Да, то есть человек видит, как двигается рука робота. Человек видит, есть и такие системы, видит, как он стоит, он видит, куда он смещается, допустим, от вертикали. Или тот же самый вибротактильная обратная связь для вестибулярных больных, когда вибраторы показывают, куда человек отклоняется от вертикали. То есть это в большинстве своем именно это подразумевается под обратной связью. Вот обратная связь без естественных сенсорных систем, а напрямую в мозг, это большая проблема. То есть вот мы попустили в дискуссии еще такую категорию нейроинтерфейсов, как импланты, потому что недавно тут по сетям тут Игорь Владимирович упомянул про аналог Нет, я не имею в виду имплант в кохлеарную систему, периферический вестибулярный аппарат. Я имею в виду импланты, например, в зрительную кору. Тут недавно по российским сетям прозвучало, что в Сочи сделали имплант в виде обезьяны.
Но на самом деле первые импланты появились в 1978 году. Был такой Уильям Добл, который первый человек воткнул 68 электродов в зрительную кору и попытался передать зрительное изображение, но кроме фосфенов ничего не получил. Вот. И в этом смысле естественная сенсорная система – это самый оптимальный способ обеспечивать обратную связь. Потому что, хотя Алексей Евгеньевич и упомянул тему кодирования, декодирования, но на самом деле мы не знаем, как мозг кодирует информацию. И не надо заблуждаться в этом. Мы не знаем правила кода, мы не знаем, как он кодируется. Мы можем только догадываться и пытаться методом проб и ошибок найти правильный вариант. То есть это задача на далекое будущее, даже не на близкое будущее. Поэтому, возвращаясь к ответу, нейрофидбэк – это обратная связь через естественные сенсорные системы, по крайней мере, на данном этапе. Спасибо большое. Но вот с точки зрения клиники, Ольга Викторовна, для вас есть различия? Используете ли вы для реабилитации, какой-либо поддержки систему с нейрофидбэком, либо какую-то систему с нейроинтерфейсом? С клинической точки зрения для вас здесь в чем разница, если она существует? С клинической точки зрения система биофидбэка у нас уже прочно и давно вошла в лечебную практику. Да, по большому счету, установка зеркала в зале для занятий ЛФК решает определенную задачу биофидбэка, когда пациент видит, как он выполняет упражнение. Более того... То есть мы используем здесь то, что сказал Юрий Петрович, Конечно, только с естественными сенсорными системами. Системы биофидбэков разрабатывались давно у нас в университете. Александр Евгеньевич Барулин разрабатывал для дыхательной гимнастики эту систему для того, чтобы пациент мог отслеживать на экране, на гипервентиляционный синдром и так далее. То есть это то, что работает реально. Но вот прямого входа в мозг, да, без сенсорных систем, это пока еще от наших пациентов реально далеко. И, конечно, это то, что хотелось бы получить в той или иной степени. Ну, спасибо большое. Сергей Львович, я думаю, что какие-то комментарии, может быть, вас опередили, или вы что-то хотите добавить? Да, я хотел бы кое-что сказать, но мне кажется, тут Алексей Евгеньевич мог бы довольно много... Алексей Евгеньевич у нас на десерт. Алексей Евгеньевич на десерт. А я сейчас скажу не как человек этим непосредственно занимающийся, а просто вот наблюдающий все это с некоторого расстояния, чисто вот методологически, как все это выглядит. Тут и терминологически. Тут дело в том, что тут несколько разных, в общем-то, вещей. Опять же, тут с нейроинтерфейсами, интерфейс мозг-компьютер, там сложность разными терминами обозначается одно и то же, а тут одним термином, в общем, довольно разные понятия. Вообще-то, если смотреть литературу, то биофидбэк или нейрофидбэк, нейрообратная связь, это чаще всего ассоциируется с методиками, довольно похожими друг на друга в значительной степени, не очень сильно варьирующие. Это вот связано с тем, что человек... Предполагается, что некоторые физиологические параметры у человека, они оптимальны, например, высокий альфа-ритм. И человеку дается обратная связь, визуальная чаще всего, или, может быть, звуковая. Он может видеть, когда вот его уровень альфа-ритма высокий. Ну, или сейчас вот какие-то уже очень давно используются какие-то более хитрые протоколы, когда предполагается, что не просто альфа-ритм, а отношение альфа и бета, и там какие-то еще более сложные такие вот вещи. Но, по сути, это все довольно несложно. Предполагается, что вот мы как-то рассчитываем некие параметры на основе ЭЭГ, и человек должен его сделать как можно больше. Вот. И тут это интересное есть пересечение, хотя это абсолютно не то, о чем сейчас до этого говорилось, я вот к другому пониманию сейчас тоже подойду, но вот это интересно тем, что, то, о чем я говорил, что вот такая методика, она, в общем, довольно похожа на то, что делается в классическом интерфейсе мозг-компьютер, когда человек, в общем-то, тоже у него техническая система распознает, анализирует его ЭЭГ чаще всего. Это, если мы говорим о печатании букв, как бы силой. Ну, например, да. Ну, вообще-то печатание букв несколько более сложный случай, я бы сейчас его не брал, там чтобы не запутаться. Вот когда это, допустим, нейрореабилитация или в каких-то еще вот случаях, когда человек использует сенсомоторную ритмику с помощью воображения,
подавляет эту ритмику, и вот компьютер, так сказать, расшифровывает это самое подавление и выводит какой-то вот результат. Это может быть какое-то движение, а может быть просто на экране что-то происходить. И вот здесь вот, казалось бы, тоже абсолютно та же самая методика. И я как раз был в лаборатории Александра Ильича Каплана, когда он, собственно, впервые начал в России активно развивать, и были тогда споры, в общем, люди говорили, ну как, это ничего тут нового нет, это вот обычная биологическая обратная связь. Но он говорил, что это принципиально разные вещи. Ну, там есть технические различия, но не техническое различие такое, что, ну вот он приводил сравнение. Раз уж он к нам не подключился, я за него скажу. Значит, вот представьте себе, что человеку дается задание как можно сильнее сокращать мышцу. Вот он ему показывает, что вы, значит, на экране, вот эта сила мышцы, вот она сильнее сокращается. Ну, в общем, наверное, так можно тоже тренироваться, но более естественная тренировка – это когда человек вот напрягает и расслабляет мышцу. И то же самое возможно с физиологическими параметрами. В общем-то, это не очень хороший способ взаимодействия, когда вот человеку дают такие задания. Ну, там есть вроде бы какие-то... Это еще есть огромная литература по биологической обратной связи, не очень понятно, в общем-то, похоже, что кое-где действительно это работает, но это очень сильно коммерциализированная область, поэтому там, в общем, часто это все довольно сильно запутано. Вот. Но так или иначе, вот интерфейс мозг-компьютер, он принес новое. То, что, во-первых, ну, две вещи, то, что я уже сказал, то, что это такая динамическая система, где человек может выставлять то значение, которое нужно, и вот если говорить о нейрореабилитации, это возможно более, ну невозможно, а, сказать, там, собственно, это основной подход, это именно делать активные какие-то, так сказать, вариации вот этого самой этой ритмики, а не просто ее куда-то, допустим, подавлять. А техническое – это вот то, что может Алексей Евгеньевич как раз хорошо рассказать, что… Алексей Евгеньевич у нас на десерт, не надо сбивать. Да, важны, насколько это во времени организовано. Вот, старые классические системы биологической обратной связи, там они, в общем-то, делали это медленно. И вот, собственно, когда это все технически стало развиваться, уже казалось, что можно там все гораздо лучше сделать, даже с биологической обратной связью, даже если ее понимать вот как классическая задача, что вот выставить, увеличить какой-то конкретный показатель. Вот. И вот я, можно долго сейчас про это говорил, но сейчас я хотел сказать про другую часть, другое понятие, другое значение вот, биологической обратной связи. Их даже, наверное, еще, может быть, и несколько. Ну, собственно, это то, о чем уже говорилось. Биологическая обратная связь именно как... Это может быть сенсорная, когда человек вот при работе, в том числе с нейроинтерфейсом, может получить гораздо более богатый способ управления, вроде бы моторной функции, если он получает какую-то более правильно организованную обратную связь. И, ну, вот тут я, пожалуй, опять же не буду Алексей Евгеньевич говорить. Извините, я последнюю вещь, чтобы не забыть, возможно, она там дальше как-то не вспомнится. Это сейчас очень модная тема, так называемый closed loop BCI, когда, в общем-то, ну, вообще почти все интерфейсы мозг-компьютера, они closed loop. Вот. Но здесь вот как-то это специально начали заниматься тем, что подавать обратную связь ну, из какой-то области мозга, это инвазивные обычные интерфейсы, оттуда получается некоторый, значит, сигнал, и в зависимости от этого сигнала туда подается обратная связь для того, чтобы пытаться справляться с каким-то патологическим состоянием, типа, я, честно говоря, сейчас точно не вспомню, может быть, депрессии, может быть, какие-то вот такие тяжелые психиатрические и, может быть, неврологические тоже состояния. В общем, это уже совсем особая область, но она тут по техническим характеристикам, она имеет очень много общего с другими интерфейсами. Спасибо. Светлана Евгеньевна, ну вот вы в клинике работаете. Для вас, как в целях медицинской реабилитации, в чем разница между фидбэками, нейрофидбэками и использованием нейрокомпьютерных интерфейсов? Ну, на самом деле, как выяснилось, вся проблема в низком образовательном уровне нашего населения. То есть как это?
Понимаете, когда работаешь с людьми, которые имеют определенный неврологический дефицит, есть еще две небольшие проблемы. Это возраст, потому что, на моей памяти, по-моему, самый глубоко реабилитирован нами был человек, которому было 99 лет, кстати, настоящий разведчик. Понятно, что для людей пожилого возраста все, что связано с компьютерными технологиями, это такое, знаете, шайтан-машина. И у нас был такой опыт игры с очень простеньким оборудованием, который попросили наш Воронежский государственный университет попробовать на наших пациентах. И там смысл был, что самолет управлялся подниманием взгляда вверх, вниз, вправо, Самолет влево. на экране, виртуальный самолет. Нет, самолет был не виртуальный. Не виртуальный. Нет. Вот. И выяснилось, что это непреодолимая задача. Просто люди... В общем, это было слишком сложное задание для людей, которые только что перенесли какую-то катастрофу. И мы полгода помучились, потом прекратили. Вот это, кстати, достаточно большая проблема. Но, кстати говоря, такое оборудование страшно любят истерички. Там чем более замудренная техника, да, чем больше мигающих картинок, тем эффект. Кажется, что... Психотерапия. Да, если это еще будет пахнуть и греметь, вообще прекрасно. Это может быть, конечно, шутка, но, тем не менее... Я уже говорила о том, что кроме обученных специалистов, которые должны на месте работать, должны быть еще и соответствующий уровень пациентов. И не на каждого пациента можно использовать оборудование. Во-первых, реабилитация имеет свои ступени, и как до роботизированной механотерапии, до экзоскелета еще добраться нужно. И это практически верхняя ступень реабилитации, до которой не все добираются. Во-вторых, нам нужен определенный уровень когнитивной функции, потому что делириозное расстройство сознания – это наше все. И, опять же, те, кто работает с тяжелыми пациентами, мы видели все виды делирия, учитывая, что сейчас в доступе даже для очень пожилых людей любые токсические вещества, к сожалению, и это тоже надо учитывать. И, конечно, если у вас стоит аппарат за 12 миллионов, и придет человек, и вам его просто сломает, будет грустно. Поэтому... И третья большая проблема – это та реклама, которая прошла в интернете, на средствах массовой информации, особенно касаемо экзоскелета, это вообще беда. Все население страны уверило, что если на спинальника, который лежит 20 лет, одеть соответствующую технику, он встанет, пойдет и будет бегать. И я думаю, что и у вас, и у нас мы ответили на 2 миллиона жалоб, где требовали срочно, немедленно мне в тот центр, где это все есть, для того, чтобы я начал ходить. И очень сложно было объяснить, что для того, чтобы ты ходил в экзоскелете, у тебя должна работать осевая мускулатура, а ты до этого не добрался еще от слова совсем на этапе кинезиотерапии, даже обычного баланса. Я что-то так долго расплылась мыслью по древу, прошу прощения. Резюмируя, просто я хочу сказать, что, конечно, наше общество разделилось на два типа людей, да, которые очень готовы ко всему новому в реабилитации, и технически, и интеллектуально, и тех людей, которым достаточно страшно доверять это оборудование, и, наверное, надо приложить определенные усилия для обучения медперсонала и повышения их уровня, чтобы они понимали, собственно говоря, чем они занимаются. И в то же время, вот эта беда оглупления некоторого среднего такого вот интеллектуального уровня нашего населения. Образование, конечно, вы имеете в виду? даже не образование. Мне кажется, даже люди, которые изначально давно получали образование, и вроде как книжек много прочитали, как-то сейчас... Не знаю, то ли за счет высокого потока разнонаправленной информации, мне кажется, стали несколько более глупыми. И достаточно сложно бывает объяснять какие-то достаточно очень простые вещи, даже при использовании какого-то очень простого оборудования. Поэтому, наверное... То есть самое сложное оборудование для того, чтобы использовать, нам нужны в любом случае квалифицированные кадры. Как волшебная палочка. И квалифицированные клиенты в том числе. И
и достаточно четкая реабилитационная цель, потому что не может быть понятия, чтобы заработала рука, да, или протезировать вестибулярную функцию, чтобы что? Чтобы крутить фуэте балерине, да, или для того, чтобы старушке дотелепаться, простите, до магазина. Это немножко разный уровень работы вестибулярного аппарата. Поэтому вот здесь тоже должно быть разделение, для какого человека и с какой целью мы используем оборудование, потому что поставить такое оборудование на поток не представляется возможным. Спасибо большое. Игорь Владимирович, ну вот если мы говорим о системе управления активными экзоскелетами, у нас здесь есть место некому фидбэку, либо место нейроинтерфейсов, на ваш взгляд, как вы можете прокомментировать? Ну, вот мы наблюдали и по ТВ-24 был репортаж по экзоскелету активному, который создал наш выпускник Павел Комаров. Ну, он технический директор компании «Экзоатлет». Там действительно по нажатию кнопочки здоровой рукой человек больной может подняться, ощутить вертикальное положение и может сделать первый шаг, перемещаться таким образом в пространстве. Действительно, это очень дорогая машина получается, и ее нужно целенаправленно осваивать. Там, разумеется, присутствует пока программное управление, никаких интерфейсов от человека нет. Это пока программное управление, только вертикальное, с помощью дополнительных сенсоров, которые обеспечивают стабилизацию вертикального неустойчивого положения. Спасибо большое. Алексей Евгеньевич, ну вам досталась, как мы и говорили, роль, так сказать, на десерт. То есть хочу вас попросить обобщить и дать четкие комментарии, чем отличается нейрофидбэк от нейроинтерфейса. Да, спасибо большое. Ну, я бы хотел, на самом деле, прокомментировать несколько высказываний. Обязательно. Потому что, ну, вот то, что Юрий Петрович сказал о наличии и о важности осознаваемого фидбэка через стандартные органы чувств, да, это здесь, конечно, сложно не согласиться, это действительно наиболее распространенный вид обратной связи, но также нужно понимать, что если мы говорим о, например, осуществлении каких-то не виртуальных, а новых бионических конечностей у человека, да, то, конечно, здесь обратная связь, которая должна доставляться, она должна доставляться при помощи, ну, либо прямой стимуляции кортикальной, либо при помощи стимуляции периферических нервов. И на самом деле такие попытки уже были сделаны, но в частности, если говорить о кортикальной стимуляции, мы сделали в своей лаборатории систему, которая, с одной стороны, управляет рукой человека, а с другой стороны, доставляет сенсорную обратную связь. Но я здесь абсолютно соглашусь с тем, что та стимуляция, которую мы делаем, она далека от естественной, потому что мы используем электрокардиографические сетки, и этот, конечно, импульс приходит на довольно большую зону коры, и ни о какой там вот естественной чувствительности, конечно, ощущения говорить не приходится. Пациенты говорят, что это такое сжатие пальца, волна, то есть мы примерно попадаем в палец, вот, но мы примерно попадаем в палец, но при этом ощущения, конечно, далеки от естественных. Теперь, если говорить о более продвинутых системах, то вот, например, Слиман Бенсмай в университете Чикаго, у него моя магистрантка сейчас в аспирантуре, у них проект с университетом Пенсильвания, и пациенту имплантирован чип, там два чипа, один моторный, другой сенсорную зону, и пациент вот уже в течение года получает обратную связь, построенную на основе моделей, которые Слиман выучил из взаимодействия с обезьянами, вот, и, ну, там вот он обучал обезьян, изучал их ощущения, естественно, и измерял там всякие сигналы, которые на входе, вот, тактильные, и на выходе отдельных нейронов, вот, они построили эту модель, и эта модель работает и доставляет пациенту довольно естественное ощущение уже в течение года. Так что здесь, мне кажется, конечно, с точки зрения реальных пациентов, это, наверное, будущее, вот, но таких пациентов, клиник, таких обыкновенных, да, но с точки зрения cutting edge of science, да, то есть переднего края науки, наверное, это уже реальность. Вот. Теперь, если говорить об отличии нейрофидбэка и вот такой вот обратной связи, мне кажется, здесь еще важный аспект, вот я упомянул это слово,
сознательность, сознательное ощущение, когда ты получаешь эту обратную связь. То есть если мы используем внешние органы чувств, то с большой вероятностью эта обратная связь, она все-таки будет осознаваемой. Да? То есть ты получаешь эту обратную связь, осознаешь ее, то есть осознаешь. Хотя понятно, что термин «сознание» и «осознать» довольно сам по себе такая темная лошадка сейчас. Да, конечно. Но по сути, наверное, можно понять, да, то есть, что если мы стимулируем кору, то эта обратная связь может приходить опосредованно, непосредственно напрямую на кору, без вовлечения внешних вот этих вот естественных органов чувств, да, и каких-то дополнительных ощущений. Кроме того, при создании таких систем, стимуляции коры, например, или периферических нервов, не надо забывать о том, что все-таки нервная система довольно пластичная. И вот если бы Михаил Альбертович здесь был, он бы точно сказал... Он еще придет, он едет. Да, вот. Он бы точно сказал, что он верит в нейропластичность и в то, что человек может адаптироваться к восприятию сначала чужеродных ощущений, но с моей точки зрения это правда, но правда посередине, в том смысле, что нужно ему изначально дать некий прокси. И этот прокси должен быть достаточно близко к тому, что человек ожидает, а дальше он действительно научится и будет воспринимать это естественным образом. Ну вот, наверное, я просто могу много на эту тему говорить, я, наверное, сейчас замолчу. Очень ценный комментарий. Я думаю, что здесь будет что сказать Юрию Петровичу, но у нас научный салон, он действительно как настоящий салон, в нем есть и театр и так далее. Значит, скоро мы отправим делегацию в Большой театр, но до того мы хотим от клиницистов услышать такое мнение. Вот вы слышали мнение наших коллег. Да, и для вас, как для клиницистов, что здесь еще можно добавить, что еще можно сказать уже поверх того, что вы сказали раньше? Про нейропластичность, про то, как вы это учитываете, как вы лечите людей, и что для неврологии в целом это тема нейроинтерфейсов. Я думаю, начнем с Ольги Викторовны. Для неврологии в целом тема нейроинтерфейсов – это то, на самом деле, чего мы ждем и в чем мы нуждаемся. Пусть в каких-то опытных образцах, пусть в каких-то начальных проявлениях. Понимаете, вот говоря о том, с чем сейчас столкнулось практическое здравоохранение, и мы, как представители и научного, и практического момента, мы столкнулись с тем, что неврологи стали врагами государства. Ну, это мы говорим с определенной долей специально риторического запала, а не на самом деле. Естественно. Почему? Потому что мы научились спасать жизни нашим пациентам. Мы научились спасать жизни тем, кто попал в критическую ситуацию. Но они утрачивают функции. И, естественно, человек, утративший функции, он не может полноценно участвовать в жизни общества. И, естественно, любой способ, который поможет ему вернуться назад, начать взаимодействие, пусть на примитивном моменте. Вот Светлана Евгеньевна сказала, кому-то надо просто дойти до магазина, купить себе еды, независимо от помощи окружающих. И это главный шаг. Пусть неполноценно он будет воспринимать окружающую действительность, пусть он никогда не сможет играть на рояле, как играл до этого, но если он может существовать независимо с помощью каких-то переходных моментов, для нас это будет то, к чему мы стремимся. И над чем мы готовы работать в клинике до бесконечности. Опять же, обращаясь к научному сообществу, мы готовы работать с любыми опытными образцами. Мы готовы работать, предоставить возможность работать. Потому что вот вы сейчас говорите о коррекции альфа-ритмов. Об этом с нашими пациентами говорить невозможно. Наши пациенты – это те, кто не поймут этого момента. Но если мы получим хотя бы минимальное ощущение у того человека, которых этих ощущений лишен, мы получим такой толчок в развитии той же самой нейропластичности. Нам надо дать вот это зернышко, за которое мозг пациента может взяться и на котором пойдет дальнейшее, и на котором мы можем дальше работать. Поэтому... Ну, то есть вы нейроинтерфейсы ждете. Светлана Евгеньевна, а вы? Конечно, ждем. И вы знаете, мне кажется, что сейчас появится еще одна большая проблема, потому что ковид дал нам огромное количество аксональных и дебилизирующих полинейропатий, в
в том числе острых по типу Гиена-Барре, с большим неврологическим дефицитом. Но те, кто То есть надо кратко пояснить для всех коллег, которые слушают, не только синдром Гиена-Барре, что это такое? Синдром Гиена-Барре – это острая демиелинизирующая полинейропатия, когда очень быстро восходящий паралич, вплоть до паралича дыхательного центра, и эти пациенты очень быстро улетают на искусственную вентиляцию легких. Это может происходить в течение нескольких часов, и таких пациентов мы как бы тоже умеем вентилировать и возвращать, но дальше ставит проблема, потому что вернуть тетраплегика с периферическим парезом. Мы много говорили о центральных парезах, и здесь очень много всего сделано, Да, на конечно, самом деле, конечно. в аспекте реабилитации. А что мы будем делать с тем количеством появившихся людей с тетрапарезами периферическими? И мы же вообще не очень хорошо умеем реабилитировать пациентов с заболеванием периферической нервной системы с большим дефицитом, потому что там и достаточно быстрая атрофия мышцы, и там достаточно серьезные нарушения чувствительности, и трофики. И это большая проблема, потому что поставить на ноги и научить ходить человека с тотальным поражением правого полушария возможно. Ну, я таких пациентов знаю, и мы с ними работаем. Но человека с периферическим тетрапарезом крайне сложно. Поэтому я думаю, что здесь мы получим нуждаемость именно в огромном количестве протезирования, в том числе функции верхней конечности, в том числе для того, чтобы человек мог работать с компьютером, с мобильным телефоном, да, для того, чтобы социализировать людей. И мы знаем про все как бы программы, которые сейчас есть, да, которые позволяют взглядом на планшете работать. Но, во-первых, как бы они должны быть самые разнообразные, адаптированные под разные функции руки, глаза и так далее, и так далее. Ну, в общем, я считаю, что, наверное, вот новая действительность прибавляет нам всем работы, нам изучать новые виды кинезиотерапии или вам придумывать новые нейроинтерфейсы. И мы, конечно, ждем дальнейшего развития, потому что без этого уже теперь на этом уровне развития реабилитации невозможно. Спасибо огромное. Ну, на самом деле, с Юрием Петровичем мы неоднократно и долго обсуждали вопросы нейропластичности. У Юрия Петровича здесь есть огромный задел, огромный опыт и в том, что упоминал Алексей Евгеньевич, ну, там есть об аспектах сенсорного замещения. Олег, можно я скажу? Давай, я думаю, что как раз тебе и надо сказать, да, то есть прошу даже, да, рассказать. Просто я не хочу сейчас, я могу часами рассказывать, но дело не в этом. Уже такие интерфейсы есть в России. То есть сейчас есть такая транслингвальная стимуляция, такой тип стимуляции языка, который позволяет ускорить, усилить и улучшить реабилитацию огромного количества неврологических больных, включая инсульт, травму, рассеянный склероз, Паркинсон. Сейчас только опубликована статья, 200 детей прошло в Сестрорецком 40-м госпитале с детским церебральным параличом. И идут работы с детьми с нарушениями речи, в Комарово работают с деменцией, Альцгеймером и так далее. То есть технология внедряется, на самом деле серьезно улучшает выход нейрореабилитации. То есть работы ведутся в Канаде, в Австралии, в Америке, но пока в России больше всего. Ну, я хотел бы сказать, что на моем YouTube-канале YouTube Кубряк там есть разговоры о физиологии с Юрием Даниловым, и мы очень подробно разбираем тему нейропластичности, и в частности, Юрий Петрович, хотел бы, чтобы вы все равно дали краткий комментарий. Мы говорили о том, что есть в человеке софт, что хард, что софт, и как бы вот это понимание и различие, то, что раньше считалось хард, теперь все больше похоже на софт. Могли бы вы дать все-таки краткий комментарий, потому что, мне кажется, это очень важным в контексте вообще перспектив разработки новых нейроинтерфейсов и в контексте клинических методик. Но дело в том, что то, что мы сейчас развиваем последние 20 лет, это как раз нейрореабилитация и техники, ускоряющие восстановление мозга. И идеология, значит, которую мы используем, сводится к тому, что мы пытаемся всеми возможными способами, в данном случае путем этой стимуляции, восстановить мозг, задействовать механизмы самовосстановления мозга.
Да, у нас есть направление сенсорного замещения, и сейчас в Питере работает группа, она, кстати, в Сколково вошла в стартапы над интерфейсами высокого разрешения для тех же самых слепых. Но для практической реабилитации, той же самой кинезиотерапии, для восстановления равновесия позы и ходьбы, получается таким образом, что большинство, ну не большинство, если не все, но большинство вестибулярных и моторных нарушений можно восстановить естественным способом воздействия на мозг человека. Вот это как раз и есть проявление нейропластичности. И это совершенно независимое направление, оно идет параллельно с классическими, или как мы сегодня писали, традиционными brain-компьютер интерфейсами. Может быть, работать в совокупности, то есть это направление в будущем, как согласовать все эти стимулирующие методики. У нас есть хорошие результаты по восстановлению двигательной активности у спинальных больных с травмой спинного мозга, неполной, параплегиков. С тетраплекиками мы пока не работали. Но, то есть есть большой задел, который уже можно использовать сейчас. Юрий Петрович, спасибо большое. Но перед тем, как мы отправим делегацию в Большой театр с научного салона, Сергей Львович, можете вы со своей колокольни человека, который обладает, ну, на мой взгляд, тут все люди, которые занимаются нейроинтерфейсами, на мой взгляд, заслуживают не просто большое уважение, а без всякого преувеличения эпитета уникальный, потому что мы с вами разговаривали, это тоже есть на моем YouTube-канале, какие компетенции нужны исследователю, который занимается этой проблематикой. И в этой связи, Сергей Львович, ваше видение как человека, который сочетает в себе базовое образование биолога и нейрофизиолога, и человека, который глубоко погружен в компьютерные науки, что происходит с человеком при использовании нейроинтерфейсов, таких, о которых мы сегодня говорили, BCI? Сложный вопрос, я понимаю. Ну так. Я боюсь, что тут как-то нельзя сказать, что здесь происходит что-то такое особенное, не считая то, что вот действительно в некоторых случаях наблюдается какая-то достаточно интересная нейропластичность. Ну, скажем, я тут опять же могу только судить о том, что делают другие люди, поскольку я сам занимаюсь такими исследованиями со здоровыми людьми. Как бы мы занимаемся вот разработкой некоторых базовых каких-то основ этой технологии, которые, в принципе, можно применять и для больных, и для здоровых, но вот со здоровыми это разрабатывать проще. Но что касается вот известных мне примеров, ну, наиболее яркие, наверное, вот то, что вот мне было интересно, это было два. Это первый, это где-то лет 10 назад, в общем, считалось, что, ну, не все считали, но многие считали, что неинвазивные интерфейсы и инвазивные, в общем-то, по своим возможностям, ну, я имею в виду, в данном случае, управление, то, что я занимаюсь интерфейсами, мозг-компьютер в таком классическом варианте, когда это для того, чтобы человек делал какие-то действия в окружающем мире, через этот интерфейс подключаясь. И там вот получалось по данным разных исследований, что вот если внимательно смотреть, что получается при инвазивном управлении, при неинвазивном, в каких-то лучших его формах, в общем-то, качество управления получалось примерно одним и тем же. И это было, ну, довольно долгое время так продолжалось, и вдруг, кажется, это было в конце 2013 года, если не ошибаюсь, там, тогда журнал то ли Nature, то ли Science, то ли, как кажется, Science, он включил в число 10 главных достижений года 2 работы с интерфейсами мозг-компьютер инвазивными. Ну, одна из них вообще-то такая более известная, там парализованная женщина, которая вот там больше 10 лет совершенно не двигалась, она вдруг смогла себе там поднести то ли шоколадку, то ли что-то, вот, напиток какой-то ко рту. Но мне гораздо больше заинтересовала другая работа, где женщина, которая умела говорить, могла говорить, поскольку у нее она была парализована ниже шеи.
И, ну, вот не могла ничем больше двигать. И вот это был очень редкий случай, когда вот такого пациента, который, в общем-то, не самый тяжелый, может как-то с внешним миром взаимодействовать, ее вот взяли в исследование, она согласилась, вот такое исследование, где можно, где ставили такой инвазивный интерфейс, и по специальной методике, благодаря тому, что она вот могла очень хорошо коммуницировать с исследователями, они ее очень далеко обучили, гораздо дальше, чем вот предыдущие исследователи, собственно, и после этого этот, не очень-то далеко было эти достижения превзойдены, она смогла управлять просто, так сказать, ну, что называется, силой мысли роботизированной рукой с 7 степенями свободы. Потом, когда добавили еще такое очисление, как раз вот этим занимался Слиман Бенсмайер, там добили до 10 степеней свободы. Это вообще совершенно невероятно до сих пор. Для неинвазивного интерфейса ничего подобного невозможно. Причем это пропорционально, ну, точнее говоря, такое количественное управление, не качественное, не просто там 10 команд, а это вот она двигалась в разных направлениях, в разных суставах. Там есть видео, где она журналисту пожимает руку этой рукой железной. И вот за счет чего это было достигнуто? Именно за счет нейропластичности. Собственно, там вот эти электроды были вживлены в область, которая, собственно, не очень-то, там, я, честно говоря, сейчас забыл детали, но вот там она вроде бы не полностью приспособлена к тому, чтобы всем этим заниматься. Но, тем не менее, нейроны смогли вот в течение довольно, правда, тяжелого обучения... То есть мы видим яркие примеры. Да, вот примеры такие есть. Ну, вот я хотел что-то еще сказать, но... Давай мы сейчас отправим делегацию в Большой театр, но очень поблагодарим наших неврологов. И, собственно говоря, это как раз и есть те люди, их коллеги, которые и будут использовать на практике, они будут первые люди, которые будут использовать на практике более широко те самые тонкие и совершенно инновационные инструменты, которые поступают теперь на службу нашей медицины. Спасибо вам огромное, Ольга Викторовна, Светлана Евгеньевна. И также напомню, что запись нашего сегодняшнего салона, она будет доступна на моем видеоканале. Вот с вами раскланиваемся, ну а мы здесь продолжим наши салонные обсуждения.